Всем привет! И это шестая серия обзора популярных модов, собранных в самопальную сборочку Multimods. Пока мы занимались своим хозяйством, наши соседи-греки успели неплохо отстроиться, и уже много зданий виднеется вдалеке. Сходим к ним и посмотрим, чем они занимаются. Для того, чтобы понять, что за здание находится перед нами, нужно найти и прочитать вывеску и узнать, кто в этом доме проживает. В этом доме никто сейчас не проживает. Оно построено и готово к заселению молодыми людьми. Чтобы оно было заселено, молодые поселенцы должны вырасти из детей в подростков, и тогда они будут готовы занять первое здание, попавшееся свободное в деревне. Маленькие дети в деревне появляются ночью. И если ложиться в кровать спать и пропускать ночь сразу после заката, то в деревнях может наблюдаться нехватка жителей. Шанс появления детей ночью можно увеличить, если к заходу солнца в хранилище дома будет находиться еда и специальные товары. Для греков это вино. Посмотрим, что находится в хранилище в этом доме. Здесь полно рыбы, еды, приготовленной рыбы, а значит, этой семье не хватает только свободного времени для того, чтобы наделать целую кучу детей. Пройдем на центральную площадь и посмотрим, как поживает наш староста. А вот он убегает. Наш староста обновил себе наряд. И это шерстяная одежда. А значит, где-то в городе открылся магазин шерстяной одежды. Вот и он. Да, и здесь ремесленник, холостяк, уже полностью ткет себе горожанам одежду. Небольшая надпись «Обед для мужа» означает, что женщина готова дать нам задание. Муж архитектор, хочет еды. Принесем ему рыбы, и у нас повысится репутация. А вот и голодный архитектор. Отлично. Мы получили достижения и свой опыт, и репутацию. А женщина в итоге готова продать нам одежду. Она может продать шелковую одежду и шерстяную. Вот только в наличии ее нет, а все потому, что у ремесленника нет жены, и шерсть для производства одежды ему в дом никто, кроме нее, не принесет. Ну что ж, вернемся к нашему старости. Нам есть с ним о чем поговорить. О политике. В данном случае появилась графа отношения с другими поселениями. Мы нашли норманов, и у них с ними не заладились отношения плохие. Мы, используя свое влияние в деревне, можем их похвалить и немножко их подружить. Как только отношения станут зелеными, это хорошее, то они начнут торговать и обмениваться ресурсами. Деревенский староста, или барон, как он любит себя называть, сказал, что о политике лучше разговаривать в другом месте, и повел нас туда. Уютненько, что же это за место, посмотрим. Судя по импровизированной барной стоечке, это таверна, а вот и бармен. Уже 17 единиц вина приготовлено, а это значит, что где-то в деревне растет виноград. Пойдем найдем его. Чтобы найти какое-то здание в деревне, легче всего обратиться к карте. Вот она. И смотрим. Здесь у нас шелковая ферма, а вот здесь и виноградник. Идем на восток от деревни. Сюда. Вот и дорожка. О да, цветущий виноград, как красиво. Спелого пока что нет, но ничего. Как только у нас будет получше отношение с деревней, то они и меня научат сажать виноград. Давайте посмотрим, чего еще не хватает ребятам для полного счастья. А не хватает им камня. 147 единиц. Ну что ж, запомним. Добудем, принесем и продадим. А вот так вот выглядят деревенские дети. Это мальчик, а это девочка. Маленькие, симпатичные. И такие же квадратные, как и остальные жители.
Расти они будут значительно быстрее, если в домах у их родителей будет много разнообразной еды, которую надо принести и продать в деревне. Все разбежались по домам, а все потому, что уже солнце заходит. Ночью жители деревни спят, и никто не ходит. Ночью я тоже гулять не люблю, и меня у себя приютил наш холостой шахтер, живущий со свиньями. Я ему подробненько объяснил, что пока он не приберется, жены ему не найти. Ну что ж, пока свинюшки, пойду я домой. Какая красивая гора. Так, а что это у нас тут? А это независимая деревня. И сейчас мы обязательно туда сходим. Да, так и есть эта деревня. Каких-то странных сквидвардоподобных людишек. И один из них в фиолетовом наряде. Подойдем, поговорим с ним. Он рассказал, что он волшебник, и что у него в его башне, вот он, есть для меня какой-то сюрприз. Ну что ж, посмотрим. Огромная величественная башня магов. Или тауматургов, как он сам себя назвал. Тут пусто на втором этаже. А на втором этаже сундук. И там Таумономикон. Волшебная книга. Светящаяся пыль и нитр. Ну что ж, большое спасибо ему. Одну книгу мы оставим ему почитать долгими вечерами. А с этим мы направимся домой. А это у нас библиотекарь. Готов продать нам изумруд за несколько книжек. Перед уходом познакомимся еще с некоторыми другими жителями этой деревни. Местные фермеры оказались дружелюбными и дали немного морковки и семян пшеницы, чтобы я мог посадить их у себя на огороде. Я, в свою очередь, пообещал им защищать их от злых монстров. Вот этих зомби. Да. Мы вернулись домой и внимательно почитали волшебный альманах Таумономикон. Здесь, например, описано, как этот самый Таумономикон создать. Для этого нужно щелкнуть волшебным деревянным жезлом по книжной полке. А деревянный жезл можно создать из палочки и двух железных наконечников на верстаке. Волшебную палочку мы можем построить сразу, но большинство других предметов нам требуется первоначально изучить. Для этого нам потребуется стол для исследований. Для того, чтобы его расположить, нам нужно будет расширить наш дом. А расширять дом будем так, чтобы не потребовалось перемещать наши механизмы и вещи из сундуков. То есть будем делать пристройку вверх, второй этаж. Поставить леса необходимой высоты можно прямо с земли, нажимая на них левой кнопкой. Для того, чтобы было удобнее слезать с крыши вниз по лесам, их можно поставить чуть выше уровня крыши, как здесь. С крыши нашего дома заметно, что коксовая печь уже закончила свою работу. Нужно подкинуть еще побольше дерева. Деревьев в нашем саду не очень много, да и запасы леса невелики. Но на западе от нашего дома, за пустыней, я видел большие ели. Сходим туда за древесиной. Ели здесь очень высокие, и 4 клеточки в толщину, и в высоту не менее 50 блоков. Для того, чтобы срубить такую ель, каменного топора недостаточно. Да и железного тоже. Алмазов мы еще пока не нашли, поэтому придется сделать цепную электропилу. Для создания цепной пилы нам нужно будет переплавить еще немного меди, железа и олова. При переплавке большого количества руды возникает одна проблема. Если мы всю эту руду покидаем в дробитель, дробитель работает значительно медленнее, чем печь. А это значит, что печь часть времени будет простаивать и попусту жрать уголь на нагрев. Для того, чтобы решить эту проблему, можно использовать менее энергоемкое топливо, например, саженцы или тростник, или запитать печь
от электричества, чтобы уголь мы подкидывали только в генератор. Достоинством электропечи также является то, что она не потребляет лишней электроэнергии и работает несколько быстрее, чем железная. Для создания электропечи нам потребуется сделать микросхему. Мы уже не первый раз создаем микросхему и далеко не в последний раз. Поэтому неплохо бы сохранить где-нибудь этот рецепт. Модификация Forestry позволяет сделать верстак, на котором сохраняются 8 последних рецептов. Для его создания нам потребуется книга, верстак и сундук. Это рабочий стол. Создаем его и располагаем где-нибудь недалеко. Для того, чтобы создать что-то на этом столе, необходимо выложить рецепт и поместить все ингредиенты в инвентарь этого рабочего стола. Произведенный элемент добавляется в список рецептов справа. С каждым созданным новым элементом рецепты будут добавляться по кругу. До 8 штук. 9-й созданный элемент затрет первый рецепт. Чтобы этого не произошло, можно зафиксировать этот рецепт, нажав по нему правой кнопкой. Появился замок. Используя созданную микросхему и нашу железную печь, мы можем создать печь электрическую. Надпись под названием означает, что печь потребляет 3 единицы энергии за тик и поддерживает напряжение не более 32 единиц энергии за тик. Берем электропечь, ставим на место нашей железной печи, убираем топливную воронку, она нам больше не потребуется, и запитываем нашу печь 2 оставшимися проводочками. Смотрим. Напряжение есть. Печь будет работать. Получившаяся система тратит 2 единицы угля в генераторе на переработку 5 единиц руды в 10 слитков итоговой продукции. Для создания цепной пилы нам потребуется 3 аккумулятора. Создадим их на рабочем столе и зафиксируем этот рецепт. Также нам потребуется еще одна микросхема. Создаем ее по уже готовой схеме. Для этого щелкаем левой кнопкой здесь и здесь. Микросхема готова. Также для создания цепной пилы нам потребуется электромотор. Чтобы очистить поле рецептов, щелкаем на ненужных элементах левой кнопкой мыши. И также левой кнопкой мыши раскладываем нужные. Чтобы создать электромотор, нам потребуется 2 катушки и из оловянной оболочки и катушек создаем электромотор. Закрепляем нужные нам рецепты и из получившихся готовых элементов создаем силовой агрегат для нашей цепной пилы. Вот он. Из силового агрегата и 6 железных пластин можно создать либо шахтерский бур, либо цепную пилу, электропила. В нашем случае нам нужна электропила. Создаем. Получившаяся электропила работает от 3 батареек и для полной зарядки требует 30 тысяч единиц энергии. Зарядить ее можно либо в работающем генераторе, либо в энергохранителе. Для полной зарядки пилы в генераторе нужно сжечь 7,5 кусков угля. Пила заряжена. Испытаем ее. Мы нашли одинокое дерево с краю и готовы спилить его. Несмотря на то, что пила электрическая, озвучка здесь явно двигателя внутреннего сгорания, двухтактного. Пилим самый низ елочки. Такое высокое дерево пилится очень долго.
То, насколько близко процесс к завершению, можно посмотреть по расходящимся черным трещинкам в стволе. Да, нам заряда пилы хватило для того, чтобы спилить все дерево. И еще треть осталась. Отлично. Собираем всю выпавшую древесину и саженцы. У нас получилось чуть более 3 стаков дерева и полстака саженцев. Добытую древесину мы загружаем в коксовую печь. Все, она заработала. Ну а следующим этажом мы займемся в следующей серии. Всем пока!